Дорогие братья планеты Земля, я Равена. Пребывание здесь, в этом круге путешествия прощения, является источником великой радости для моего сердца. Этот процесс высвобождения душ ваших предков, напрямую связанный с вашим существованием, не является простым процессом. Это не процесс, который происходит на 100% так, как мы хотим. Некоторые души из вашего великого древа предков участвовали в вашей жизни, но не как предшественники вашей линии, они просто участвовали. Подавляющее большинство времени они причиняют много вреда, провоцируя боль, страдания, насилие. Некоторые из этих душ со временем освобождались от этих чувств. Не осуждайте их, каждый может измениться, у каждого может быть искреннее покаяние. И когда это происходит, эти души просят кармическое правление позволить им быть частью поколения новых существ и иметь возможность передать весь этот опыт вперед. Нам нужно кое-что объяснить. Души состоят из фракталов, которые представляют собой маленькие кусочки этой души, которые проходят весь процесс эволюции, каждый в свое время. В каждом воплощении задействован фрактал. Душа едина. Это как если бы она была центральной точкой, связанной с многими другими. Итак, каждый из этих фракталов живет своей жизнью где-то во Вселенной, они проходят через отличные ситуации. Стрессовые, жестокие, болезненные. Я даже могу сказать, чрезвычайно болезненные ситуации. Это отзывается в этой душе, и каждый раз, когда один из этих кусочков воплощается снова, запланировано, чтобы он испытал это живое чувство. Те, кто совершил такие преступления против любого из фракталов этой души, также является малым фракталом этой большей души. Тогда вы знаете, что фрактал той души, которая была так нарушена. Он воплотится в соответствии с соглашением с кармическим советом, он готовится стать генератором этого физического тела. Чтобы он мог передать этому фракталу, который однажды причинил боль, причинил столько боли, новое чувство. Чувство любви, прощения и эволюции. Я не говорю вам, что это легкий процесс, потому что, когда вы живете вместе как мать и сын, или отец и сын, вся эта память возвращается, даже если внутри этой планеты, где вы ничего не помните, чувство существует, там есть эта боль, все еще заложенная в том фрактале, который подвергся агрессии. И он смотрит на этого другого и не понимает, почему он чувствует что-то плохое к этому другому. Итак, это процесс, разрешенный кармическим правлением. Почему? Чтобы тот, кто причинил страдания, наполнился чистой любовью, он должен определенно знать, как проявлять безусловную любовь. Не имеет значения, что этот сын так плохо с ним обращается, что этот сын заставляет его так сильно страдать. Что у этого сына нет любви к нему, но он будет там, проявляя любовь. Так что для него есть эволюция, и для того, кто получил агрессию, если он не прощает, если он не может забыть, у него тоже есть урок. Прощение пока невозможно, и новые встречи состоятся. Пока однажды все это не пройдет, и оба не смогут смотреть друг на друга, жить вместе и испытывать чистую безусловную любовь. Братья мои, отношения между душами очень сложны. Вы знаете часть этого. У некоторых есть убеждения, которые сосуществуют только с предками, что тот, кто стоит на их пути сегодня,
является кем-то из прошлого. Это просто истинная точка зрения. Вам нужно извлекать уроки. Уроки существуют для любой души. Поэтому, если вы совершили что-то и вам нужно извлечь урок, новая душа может прийти и преподать вам необходимый урок. Даже если она не была той, кто контактировал с вами в прошлом. Возвращается урок, а не душа. Души обычно возвращаются в тот же семейный круг, когда это представляет интерес для эволюции этой группы, в противном случае нет. Души скачут по всей планете. Они воплощаются каждый раз, в разных местах, в разных семьях, в разных обычаях, так что она узнает что-то новое. Представьте, если бы душа родилась в городе и перевоплощалась снова и снова в одном и том же городе, в одной и той же семье, меняя только места, меняя только родство. Чему бы научилась эта душа? Ничему. И я бы сказала, что с каждым воплощением она будет приходить все более и более сердитой, потому что она больше не может жить с одними и теми же душами, повторяющими все одно и то же. Так что разрушьте эти убеждения, что все, кто стоит на вашем пути, кто бы ни был вашим отцом, вашей матерью, вашими братьями и вашими детьми, что это возвращающиеся души из прошлого. Это возвращающиеся души из прошлого. Но не из вашей семьи, не из ваших предков, это другие души, которые приносят с собой уроки, которые вам нужно усвоить, и которые вам придется преподать им. Это обмен. Ты учишься и учишь. И так, что возвращается на вашем пути, так это уроки, а не души. Души, которые постоянно возвращаются в один и тот же круг. Это души без света, которые преследуют другие души, не оставляя их в покое. Поэтому они воплощаются каждый раз, когда другой фрактал воплощается и начинает беспокоить. Так что сломайте эти убеждения. Вы получаете обратно уроки, а не души. Это неверная концепция, которой вас учили. Есть карма, которую мы называем уроками. Есть, но применять к вам уроки будут не одни и те же души. Это будут другие. Урок тот же, но учителями будут другие души. Так много людей могут встречаться с людьми, которых они не знают, очевидно, нет. Это люди, которые являются частью ваших предков, а не вашей семьи сегодня. И вы увидите много лиц, людей, может быть ситуации, может быть сцены. И что уже было сказано? Это не для того, чтобы запомнить это не для того, чтобы попытаться понять, кто этот человек. Это кто-то из вашего прошлого, это ваш предок, чей род привел вас сюда, скажем так, в человеческом обличье, но связь осталась. Затем попросите мастера времени удалить все воспоминания и мысли, которые могут быть внутри вас. А если и всплыли страдания, то это потому, что нужно прощать, связь напоминает о фактах душевного хождения. Так, чего там не хватает? Прощение той души, которая однажды причинила вам столько зла. Если вы не прощаете, эта связь не прерывается. Так что вам решать прощать. Вам решать освобождать эту душу и, следовательно, освобождать себя. Есть и другие моменты, которые я сегодня не буду затрагивать. Не все соединения разорваны. Весь процесс осуществляется с большой безусловной любовью,
когда каждая душа осознает, что это происходит. Подавляющее большинство соглашается, потому что хотят освободиться. Многие страдают, даже не зная почему, но страдают. И этот релиз принесет мир в ваши сердца. Но среди этого великого дерева есть души с черным сердцем. Души, которые не приемлют разрыва этих связей. Но одно я могу вам гарантировать: они будут сломаны, но это к концу этого круга. Именно брат Сен-Жермен позаботится об этих самых сложных соединениях. Так что просто сдайтесь. И при любом чувстве боли немедленно просите мастера помочь вашей душе, освободить себя. Простить, чтобы это перестало отражаться в вашей собственной ходьбе. И будьте готовы взлетать все выше и выше.